Дорогие друзья, всем огромнейший привет. Меня зовут Андрей, и я рад вас видеть на нашем канале «Карева. Жизнь на Кипре». Сегодня я хочу поднять такую тему, как оформить шенгенскую визу, находясь на территории Северного Кипра. Сегодня я подробно расскажу вам, какие нужны документы, куда обращаться, где находится консульство и как проще всего это сделать. Ну что, поехали? Сегодня я буду рассказывать наш опыт. Мы совсем недавно подавались на шенгенскую визу и расскажу все по этапам, четко, подробно. Если вы находитесь на территории Северного Кипра, вы можете оформить шенгенскую визу. Мы пошли самым простым путем. Мы подавались через консульство Германии, которое находится вот именно на территории Северного Кипра, в Левкоше, на северной стороне. Записаться на рандеву вы можете на сайте консульства Германии Северного Кипра. Там на данный момент очень много свободных дат, и у нас срок ожидания был где-то 2-3 недели. Ссылки на сайт консульства и местоположение его я оставлю снизу в описании под видео. Итак, начнем. Какие основные документы нужны для подачи на шенгенскую визу на территории Северного Кипра? Так, первое, что вам понадобится, это фотографии на шенгенскую визу. Их можно сделать в любом из многочисленных ателье, которые находятся повсеместно. Но надо обращать внимание тех, кто фотографирует, потому что очень много косяков бывает, что размер головы должен быть не меньше 36 миллиметров, потому что нас заставляли 2 раза перефотографироваться, так что обратите на это внимание. Второй документ – это ваши паспорта в оригинале, само собой, и плюс ксерокопия. Желательно делать именно ксерокопии, потому что фотографии в посольстве они не очень любят принимать и могут просто отправить обратно делать ксерокопии, так что лучше сразу сделайте их. Третий документ – это вам потребуется вид на жительство на Северном Кипре. Обычно он находится в электронном виде, так что вы можете его просто распечатать. Да, еще один важный момент. Все ксерокопии, они принимают черно-белые. Мы сделали цветные, нас развернули, поэтому сразу делайте черно-белые ксерокопии. Четвертое, это выписка из банка за последние 6 месяцев на каждого подающего старше 18 лет для подтверждения вашего дохода. Обязательно должна быть выписка со счета в лирах, что у вас есть именно счет в лирах на территории Северного Кипра. Плюс вы можете предоставить, если у вас деньги находятся на других валютных счетах, выписки с других валютных счетов. Срок годности этой справки 3-4 дня, поэтому планируйте эту справку брать где-то за 2 дня до подачи документов в консульство. Следующий документ, который вам понадобится, это справка из полиции об отсутствии судимости и так называемый гириш-чекиш. Гириш-чекиш – это справка, которая тоже берется в полиции о количестве и времени ваших въездов на Северный Кипр. Так как мы были в полиции в Гирне, брали эти справки, расскажу, где все это находится. Справка гириш-чекиш, она берется на улице, в окошке, где идет подача на вид на жительство. Это в самом полицейском участке, который находится возле рынка. Справка из полиции, чтобы взять, вы должны зайти внутрь полицейского участка. Человек, который выдает эти справки, находится там. Чтобы отдать документы на получение справки, у вас должны быть с собой фотографии, и плюс у вас должны быть марки, если я не ошибаюсь, по-моему, на 90 лир за каждую справку. Ну и плюс паспорта, само собой. Следующий документ, 6-й по счету, это икамет от Мухтара. Икамет – это справка о вашем месте жительства. Получить икамет вы можете, если у вас есть договор на покупку, либо договор на аренду недвижимости. Вы приходите к Мухтару с договором и паспортом, и он на основании этого паспорта выписывает вам эту справку. Плюс вы оплачиваете ему где-то в районе 50 лир за один документ. 7. При наличии у вас автомобиля и местных водительских прав вы тоже делаете ксерокопии этих документов. Следующие документы, которые вам понадобятся, это договор купли-продажи на недвижимость,
либо договор аренды. Все эти документы должны быть переведены на английский язык. 9-й пункт – это подтверждение вашего дохода. Вот тут могут быть нюансы и могут быть разные совершенно документы. Если у вас есть какая-то официальная работа на территории Северного Кипра, вы можете предоставить справку с работы, выписка из банка. Если вы работаете где-то в своей стране удаленно, это может быть также выписка из вашей страны, справка о доходах. Это может быть движение по счетам в ваших банках. Ну, в общем, суть в том, что вы должны подтвердить свой доход. Доход вы должны подтвердить на предполагаемые даты поездки. Также может подойти договоры по аренде недвижимости либо в вашей стране, где вы сдаете, может быть, свою квартиру, либо на Северном Кипре. Вот эти документы, которые нужны на взрослого человека. Но если вы подаетесь с детьми или с семьей, вам могут понадобиться еще и следующие документы. Это свидетельство о браке, переведенное на английский язык сертифицированным переводчиком на территории Северного Кипра. Тут есть много компаний, которые занимаются данными услугами. Плюс свидетельства о рождении детей. Они также должны быть переведены на английский язык. Если ваш ребенок старше 7-8 лет и учится в школе на Северном Кипре, то вам понадобится. Первое – это сертификат с оценками за предыдущий учебный год. И второе – это письмо о зачислении либо на этот, либо на следующий учебный год, смотря в какое время года вы подаетесь. Желательно при себе иметь оригинал квитанции об оплате. Если вы уже оплатили учебу, это будет большим плюсом. То есть у вас есть подтверждение, что ваш ребенок будет продолжать учиться на Северном Кипре. Ну и последний документ. Желательно, чтобы у вас было приглашение от кого-нибудь из Германии. У нас там живет подруга, она сделала обычное неофициальное приглашение, и его, в принципе, взяли. После того, как вы собрали все документы, вы в назначенный срок приезжаете в консульство. При себе желательно иметь оригиналы всех документов, на которые вы делали копии, потому что на большую часть документов при подаче вас будут просить показать всегда оригиналы. Особенно это документы на недвижимость. Ну и плюс по приезду в посольство вы проходите интервью на английском языке. Если у вас плохое знание английского, вы можете заранее попросить переводчика, либо приехать с кем-то из знакомых, чтобы он помог вам перевести. Консульский сбор за подачу на визу для белорусов составляет 35 евро на человека, а для россиян 80 евро на человека. После подачи у вас забирают паспорта, и средний срок ожидания где-то в районе месяца. Наша знакомая семья из России недавно подавалась. Им первый раз дали визу на 6 месяцев, второй раз тоже получили на 6 месяцев. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда написать их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вас заинтересует эта тема, можно также поднять тему, как сделать американскую визу на Кипре. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего, до новых встреч. Встречаемся на Кипре. Пока-пока.